Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за не менее имбового персонажа Быка Бака, да. Сегодня у нас день имп, надеюсь, Бак себя покажет достойно. Сборочку я беру, ну, для себя стандартную, для команды, для выживания и для урона. У меня артефакты есть, а на подвижности уже места не осталось, к сожалению. Я вот таким вот жертвую. Небольшое вступление, сейчас вы видите у себя на экране картинку, на которой первые два никнейма с айдишками — это те, кто неправильно написали свой ID, поэтому они не получают гемы за розыгрыш. Вместо них были выбраны еще два победителя, чуть ниже, да. Поздравляю победителей, остальным желаю только писать свой ID правильно, и тогда у вас все будет хорошо. Не знаю, жертве это будет полезно или нет, но судя по тому, что я встречаю на 1200 рейтинга, до 1200 рейтинга, это полезно. Выше, возможно, уже все-таки стоит переключиться на подвижность и играть более командно. Но пока что, когда я тут как бы с 7 уровнями встречаюсь, и как бы мне приходится, ну, брать на себя большую часть, да, всех обязанностей по урону, по выживанию, по спасению, поэтому такие дела. Он, видите, баг с косточкой? О чем я говорил? Вот об этом. Что приходится очень много на себя брать. Ну да ладно, к нам, он, смотрю, толпа ботов идет. Баку, походу, пофиксили притяжку, почему-то через полкарты больше не притягивает, странно. А раньше притягивал. Да, раньше. Но не теперь, видимо, поменяли что-то. Так, ну что? Мы здесь к легендарному боту идем. Точнее, к легендарному боту, к золотому дропу, да? Хотел так сказать, но получилось через бота. Ну что, по сборочке все уже красиво. Осталось просто взять и победить 3 сквада. Это не сложно. Нужно просто нажать одну кнопку, вот эту вот прекрасную активную навыка. И дальше просто вот эти кнопки жать по очереди. Ну и немножко маневрировать. И, наверное, все. Вроде бы расписал, как взять топ-1 на Баке. Пользуйтесь, как говорится. Ну, все шутками, шутки. Сейчас надо влетать в противника и разваливать. Влетел, развалил. Почти достал. Почти пол хп не потерял. Ну как вам, ребятки? 0 урона, хп нету. Прекрасно, прекрасно. О. Опять прекрасно. Все успеваем, как говорится. Мне сейчас нужно на островок врываться. Почему? Ну, ладно, давайте пока что так сделаем. Так, Рабик, давай, лутай. Но здесь... Блин, а кто их всех поубивал? Ну, блин, а кто их всех поубивал? Я тоже хотел. У нас тут команда слишком жесткая, они всех убивают, а я просто... А я для красоты, знаете, устрашающий элемент команды. Навожу ужас на противников, пока моя команда всех убивает. Примерно так это выглядит. Зато 1 килл уже есть. Наверное, бота убил, скорее всего. Ну да ладно. Блин, на краю зоны, конечно, траться такое себе. Но мы вроде кого-то гоним, какого-то противника, если я не ошибаюсь. Или нет. Так, ну как-то странно. Пока что. Все тихо, спокойно. Остался против нас 1 сквад. Сейчас будет замес. Мне главное не палиться, наверное, до конца замеса. Поэтому мы сделаем план капкан, план бочка. Опять этот пенек баг. Вот не хватает сейчас этого скина. Мы сегодня же на драконе играем, да? Дракон баг. Ну, дракон не очень. Бочка баг, он лучше все равно. Он у него прям тактика это шикарная. Всегда работает. Ни разу не подводила. Так, ну сейчас мы скорее всего найдем. Они скорее всего... смотрите, какая бочка. О, видите, по моим гайдам играют. Зато я по своим гайдам не могу играть. Не, я уже тут всех затащил, уже поздно. Правда, гранатка промахнулся одной, но... Я в этот раз быстро нажимал на кнопки, поэтому... Моя команда просто сбоку стоящая. Ой, как мне это поражает. Просто стоят себе сбоку втроем и ничего не делают. Прекрасно, да? Я соло сквад развалил. Ладно, не соло, там 4 килла из 5. Ой. Ну, конечно, план капкан. Баг против меня применил. Ну, наверное, все-таки неправильно сделал. Надо было сразу кастовать активный навык на ту бочку беспалевную, да? И, возможно, это бы зарешало. Потому что в итоге я все равно кастанул, но позже в итоге это еще и промахнулся. Ну, вы видели. Ну, потом я словил джейд, и как бы на этом все закончилось. Слишком все-таки сильный баг. А кто там против нас стреляет? Бот, что ли?
Да-да, успеваю. Успеваю лутать аптечки практически. Так, ну... О, дробовичок. И гранатка золотая. О, как кайф. Кайф. А орел у нас... Ну, вы видите. В принципе, вы все видите. Что у нас с орлом происходит? Орел у нас гений очередной. Гений командной игры. Интересно, там легендарного бота убивает или что он там делает? Как думаете? Делаем ваши ставки, господа. Сейчас мы это узнаем, скорее всего. Но судя по тому, что он ходит... Ну да, не достал, конечно. Но Орел тут кого-то убивал, кстати, смотрите. Орел тут дерзко врывался в пачку народа. А теперь я врываюсь, ёпта. Домой. Ух, я сейчас, походу, все. Закончусь. Я сейчас, походу, закончусь. Вот это было, конечно, эпично. Не поспоришь. Надо аптечку залутать и похилиться срочно прям. Так, лутаем дробовичок. Все, залутали. Так, ну тут я как-то смог спасти свою команду. А что они стоят? Вы посмотрите, они просто... Какие же они больные, вы это видите? Это моя команда, ребятки. Или... А что случилось? Или сервер, что ли, умер? Я просто не понимаю, мне... Противники тоже стоят. Ну, блин, так нечестно. Блин, я хотел по-другому побеждать, но... А, все, ну ожили, да? А кого у нас не хватает? У нас же еще кто-то был, не? Ну, точно кто-то был, но кто это был? Вопрос. Ух, вот это замесик, вот это я понимаю, ворвался. Наконец-то, хоть раз за баг ворвался, классный замесик. А то обычно такая скукота. О, какое копье шикарное, смотрите. Красиво, да? А у меня золотое уже было. Фух, осталось 3 противника, но на самом деле надо бы играть командно. Хоть нас и 4. Подожди, с нами еще кто-то был. Да, моя память, конечно, прекрасна на эти моменты. А, с нами баг был 11, да, который был вроде 11, который был не очень. Ну, ладно, не будем осуждать, как говорится. Мы не знаем, что там случилось с этим багом. Где он умер и как. Возможно, как я, полетел драться там сразу на 2 сквада. Ой, ну это было весело. Реально, так в один сквад влетел, всех развалил. Потом в другой сквад, в третий. Ну, вроде 3 сквада там не было, было 2 сквада. Но все равно, блин, такая жесть. Эх. Там кто-то есть, да, Лизи? Ты кого-то нашла? Чешо. Чи не нашла. Ну все. Значит, будем лутать бочки. Еще и как-то легендарный дробовик успел залутать. Ну там повезло, жираф просто стоял. Возможно, легендарный дробовик даже затащил в конце. Хотя там змею мы просто добили. Блин, вот какой же бешеный урон все-таки с бака. Вот не было бы у меня тогда зубов вампира, я бы помер очень быстро. Потому что они там реально меня отхилили в нужный момент очень много. Потому что я, когда бахал по 5 противникам сразу, там была вот ситуация, вот они тут с домика вышли, я их всех притянул к себе, застанил и бахнул по всем сразу. И вот в этот момент меня очень много отхилился. Там, наверное, по хилу было что-то примерно, ну, не знаю даже как описать. Ну, там прямо вот я заметил, как у меня было почти 0 хп, ну, 1/10 хпшки, и бац, стало где-то 70. Вот настолько много отхилился, и это было реально прекрасно. Ну, когда по 5 противникам бьешь одним ударом, наверное, так и должно хилить, потому что зубы вампира хилят до 2/3 хп. Там они от какого-то процента хилят, давайте даже глянем, так сказать. Где тут оно? Где тут оно? Где тут оно? Где тут оно? Вот зубы вампира. 38% за удар хилят, да? Или как это? Или от урона хилят 30. Ну, короче, как всегда, разрабы умеют в описании. Ну, вот у нас следующий бой. Как говорится, продолжаем тащить на имбе. Это настолько прекрасно, я прям кайфую. На змее кайфовал, на баке кайфую. Еще 15-й ник, если он еще адекватный. Ну, это ник, скорее всего, играет, вот, видите, через подставного Брюса. Ну, по-любому, потому что как может быть по-другому, я просто не знаю. Обычно так все и бусятся. Ну, потому что так проще. Это один из способов абуза, который в нашей игре есть на данный момент.
Печально на самом деле. Печально, потому что такой способ абуза есть. Не знаю, зачем он, правда, нужен. Но, видимо, все хотят просто буститься. Чем быстрее, тем лучше. Ага, отдадут. Ой, какая добрая команда. Как всегда, впрочем. Ничего не меняется. Ничего. Так, ну, отправляемся сюда. На островке, конечно, не самый лучший вариант драться. Но у нас Никс подвижный есть. Акул с трубкой. Жесть, да? Это моя команда, ребят. Акул с трубкой, жираф. Ой. Посочувствуйте мне в комментариях, а? Ну, мне реально тяжело. Просто смотришь на это и думаешь, блин, как же будет тяжело сейчас. Уже предвкушаю толпу джет, которая в меня врывается, да? Кстати, смотрите, как Никс мне помогает, заметили, да? Ну ладно, ворвался все-таки. Блин, Никсов слишком много, надо похилиться. Залутаем гранатку. Точнее, аптечку. Одну джет Никс, кстати, убил по итогу. Так, поставим стеночку небольшую. Еще отхилимся. Залутаем аптечку. И пойдем наверх. Ну что, мне сейчас надо ворваться, как-то в этих ребят. Они слишком быстрые. А нет, все. Врыв оформлен. Они, понимаете, вот смотрите на этих игроков, да? Они просто убегают и ничего не делают. Они бежали и ничего не делали. Вот как такими... Зачем вы вообще в бои заходите, когда так и делаете? Ну, хотя бы подрались бы, ну. Ну, серьезно, ну. Вот насколько обидно вот такое встречать. Ага, ну хоть стенка не взялась, отлично. Можно залутать более полезные штуки, типа бочки. Хотя мы уже победили, уже пофиг здесь. Без разницы, да? Ну, сейчас просто искать противников последних. Наш Брюс умер. Он бы, в принципе, мог и дожить до топ-1. О, я нашел. Да, сейчас бы за Никсом гоняться. Полвека буду за ним гоняться. Ой, как интересно за Никсом гоняться, да. Очень, очень интересно. Ну, этот Никс, видите, понимает, чё как. Но он не видит, что с другой стороны заходит Никс мой, да? Он этого не заметил, но мой Никс тоже, видимо, не очень дружит. Вот вы посмотрите просто на этого Никса. Ну вот, как можно быть таким? Я тут стою, дерусь, в метре от него он просто проходит игнор. Игнор полный. Ох уж этот Никс. Эх, ну ладно, бывает. Не заметил, наверное. Ну, может, просто радиус обзора не хватило. Это, знаете, когда в кустах кого-то ищешь, не обращаешь внимания, что там снизу справа творится. Ну, опять есть победа. Ну вот, что это за дела такие, а? Где эти сложные бои? Где эти пот? Где это все? Почему такая бак-имба, а? Не, ну это, конечно, прекрасно. Давайте закрепим. 3-я победа, 4-я победа подряд, да? Почему бы нет? Почему бы не тащить на имбах по 4 боя подряд? Это же прекрасно, я считаю. Ну, правда, тут 15 уровень. Может, из-за этого. Блин, 14-й Брюс. Если мы сейчас здесь проиграем, я буду очень-очень огорчен. Хотя, мало ли что там против нас сейчас вылезет. Какие-нибудь 17-й друзья Оушена, да? Или что-нибудь еще. Знаем мы этих ребят всех 17 уровня, которые вылазят из ниоткуда. Так, Брюсик нашел аптечку. Красавчик. Нам бы сейчас найти что-нибудь по дробовику и копью, потому что, ну, с радиусами вот такими вот не очень комфортно, на самом деле. По дробовику нашли, окей. А вон и копье. А вот и копьецо. Отлично. Ну, в принципе, уже можно и драться. Аптечки есть, все есть. Главное, чтобы противник был в удобной местности для меня. Ну, только не на остров. Ну, куда вы идете? Ой, все, не могу держаться. Ну, просто на острове такое себе. Хотя здесь можно спрятаться, в кустиках в этих, и подловить всю команду противника, и сыграть на опережение, как бы, и получить преимущество большое. Тем более, у Бакаш есть такая возможность, он может встать и напасть на противника. Ну, короче, он типа стоит в кустике вот здесь. Вот. Противник идет в воде вот здесь вот, да? Оно еще даблом бьет. Как интересно. Но бобер слабого уровня. Вы это могли заметить по урону. Какой же он везучий. Просто. Вот у нас орел, да? Который должен видеть бобра, но он его не видит.
Бобер, походу, с ботинком, да? Просто соло раз... Какой же он везучий. Он еще с легендарным дропом там. Почему не может догнать орел бобра? Я не понимаю. У нас даже Брюс с ботинком. Почему не может догнать? Вон он. Так, все, загоняем эту добычу. 10 уровень, я же говорю. Просто такая халява. Я извиняюсь. Орел, я, конечно, рад, что ты очень хотел залутать легендарное копье, но как бы у меня-то попрофит не будет. Хотя. Наверное, бобру надо было дать все-таки. Он так-то приземляется, дамажит. Не, ну так-то, если будет замес, то я больше задамажу с копья. По-любому. Ну, потому что я его под усилением могу каждую секунду тыкать просто и все. И будет красиво. Так, вижу противника, не вижу препятствий. Врываемся. А вот и все, вот как я и говорил, ребятки. Вот он, видите? Понеслась. Так, теперь нужно врываться. Я что сделал, то сделал. Вроде пока что нормально, правда, одну аптечку уже потерял, не пойми где. Ну все, мы тут победили. Там жираф остался недалекий. Как бы на этом. Ну вот видите, копье у меня здесь получше зарешало, чем у орла. В итоге получилось попрофитнее. Ну тут команда, молодцы, у меня все были, поэтому мы победили. Ну и потому что нам повезло, мы просто взяли, пришли и добили сквад. И как бы все, и как бы побед. Ну я не знаю, как-то все изи. Сегодняшний день прям какой-то очень легкий, простой, приятный. Имбы тащат. Ну, в принципе, все, что должно, то и случилось. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Ждем новостей от разрабов, возможно, каких-нибудь хороших когда-нибудь. Все, не болейте. Как говорится, всем пока-пока.